100 фактов о игре Бога. После того, как Лолошка выгнал Пит Панджона со своей базы, тот перебрался в замок Лютиуса. Но ведь долго он туда перебирался, ведь рост Пит Панджона 90 сантиметров, а вот вид Стоулинг. Но то Лолошка дал ему прозвище Коротышка. Состоит в организации Культ Великого Мессира. Умеет так хорошенько торговать. На превью появлялся один раз. Впервые Янария появилась в 12 серии, а вот ее полное имя Янария Янариата. Дали прозвище Танцующая Леди из мира Кошмар Янарии. И главный герой впервые оказался в ее кошмаре в 12 серии, еще задолго до вступления в Орден. А вот ее способности и умение танцевать способна силой погружать людей в свой кошмар и вытягивать из них жизненные силы. И кошмар Янарии почти полностью под властью нее самой. Она способна создавать огонь и лаву и прочие бедствия, однако не может прикасаться к материи, которая попадает к ней из другого мира, что даже смогла погрузить в сон всех членов Ордена. На превью появлялась один раз. Рост Джейса Ави 2,4 см. Его имя, как имена большинства других персонажей, было взято из Мэджин Хеттеринг, а именно с персонажа Джеймс Белерен. Проявил свои силы ровно в 13 лет. Вид Скайзерновец. Волан дал ему прозвище Пернатый, а вот Пит Панджон звал Белокрылый Ангел. Из мира Скайзерн и Синелист был первый мужчина из рода Ави, официально вступивший в Скайзернскую академию при Анклаве, выбрал кафедру разрушения, а дополнительным курсом у него была квантовая механика под ведением Довина Баана. На превью появлялся 3 раза, а вот маму его зовут Потева Ави, а также и старший брат по имени Джодах Ави. Рост Джодаха 2,5 метра. Частенько любят себя называть Джодах Вечный Архимаг, а вот Абиса и Демиург называют Ангел Смерти. Его прозвище Ангел Смерти обусловлено тем, что он является правой рукой и другом Смотрящего, который в свою очередь олицетворяет смерть. И Джодах единственный, кто может влиять на решение Смотрящего. А вот вид Скайзерновец, Высший Бог и Демиург из мира Скайзерн. Возраст более 900 лет. Его способность проявила себя в 10 лет, и первой его жертвой был Длимак. Любит кофе, считает кофе Аргуса замечательным. А вот способности телепортация и левитация, способность поглощения жизни семьи Ави, магия разрушения, стирание и корректирование памяти, иммунитет к временному парадоксу. Также и способности полубогов. Имея их, неофициально стал богом и получил возможность неограниченно взаимодействовать с божественной силой, таких как Люциус огонь, Эола вода, Зефирион воздух. А также и другие способности. Междумирца Демиурга, перемещение между мирами и во времени, возможность отталкивать время вспять, множество способностей плюс 1000 глаз, видение будущего, но ранее были только способности прорицания, не дающие точных прогноз, но не работают на Лолошку. Полет с помощью крыльев. Ранее был недоступен ему, однако с поглощением 1000 демонов смог летать. Нечувствительность к боли. Скрывал в себя плоть и окрашивал снега в красный на горячих источниках в горах. Однако из-за магии Эола не смог прикоснуться к Лютиусу. Бессмертие. Ему больше не нужно поглощать жизни для выживания. Много раз прыгал со скалы и выжил. Бодиморфизм. Заклятие не оставляет следов. Исходя из его дневника, можно предположить, что Джодах поглотил минимум 20 357 жизней и 19 356 до ритуала, 1000 во время ритуала и 1 после, и 792 способности, что даже сам себе дал титул Вечный Архимаг, когда основал Орден Доливарики. Прозвище Джодах Вечный Архимаг содержится сразу 2 отсылки на персонажей карточной игры и на никнейм сценариста Archmage Internal. Его год рождения по скайзернскому календарю в 161-м, бывший заключенный в тюрьме времени, а также вел свой личный дневник, обладателями которыми были Джодах и Лолошка, что дневник был из мода Storytelling. На страницах видны круглые и коричневые следы, возможно это следы от кружек с кофе. На полях дневника фамильный герб семьи Ави. На превью появлялся 6 раз. Именно в Синелисте зеленый междумирье Демиург был поглощен Джодахом. Синелист основан на моде Hell's Expression. До поглощения Джодахом Демиург был заключенным в тюрьме времени, а также Демиург участвовал в войне против богов. Вид Междумирец и Демиург. Интересно. А из мира пустоши тюрьма времени. Лолошка дал ему прозвище Зеленый Междумирец. А способности перемещения между мирами, невосприимчивость к пустоте, изменение времени. Имя Абиса похоже на слово Абус, что означает пустота. Знакомая с Лютиусом. Настолько, что Лютиус назвал ее Аби.
Вид полубогиня. Из мира Энд. Рост 175 см. Способности полубогини: может контролировать эндерменов и следить через них за другими людьми. Является самой спокойной заключенной в тюрьме времени. И из-за того, что в список дел Беннета попал в руки Цесаны, некоторые думают, что у нее есть жена. Рост Цесаны 190 см. Ну шляпкой. Прозвище дали Цесарка. Из мира дали Варика. А о способности толкования снов, использования магических заклинаний, в том числе заклинания правды, телепортация. А еще она разбирается в снах, но боится воды. На превью появлялась 2 раза. Ранее Край был человеком, но после стал аксолотным мутантом. Из мира дали Варика. Рост 175 см. А о способности использования магических заклинаний. Важным предметом для Крайра мокрая губка, так как он аксолот, и для выживания ему необходима вода. На превью появлялся 2 раза. В Ордене Великого Древа побывало 3 лидера, а вот участников 12. Герб рода Ави является по совместительству символом Ордена. Магия Ордена способна блокировать доступ к территории Древа. Здание Ордена держится в воздухе при помощи магического гироскопа, созданного до Винобаана. И герб Ави является отсылкой на главный символ известного магического мода Таункрафт. Женщины в семье Ави долгожительницы, что в семье Ави нет браков как таковых, есть фавориты у королевы. Другое дело, что до коронации по теме никого из семьи Ави никогда не взяли бы в мужья. А вот так выглядят названия дней в неделе. А вот так названия месяцев. А название мира было впервые представлено в 85-й серии. В Дали Варика относительно Скайзерна люди стареют медленно. Скайзерни одной из самых известных семей является семья рода Ави. А также здесь хорошо развита астрономия, что о Скайзернусе знают о других мирах. Базовая магия у них — это телепортация. В небесном анклаве кофе под запретом. Средний рост Скайзернуса 173 см. Скайзернусы обычно спят в воздухе, потому что размер крыльев им не помешает. В игре Бога есть 10 миров. И это последний сезон с системой пасхалок. Первый сезон истории канала на версии 1.16.5. Производство сезона имело много различных трудностей, несмотря на его короткую продолжительность. Меню сборки должно было выглядеть по-другому, но оно не понравилось Роме, в связи с чем его пришлось срочно заменять на другое.